Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В этом видео я хочу показать, как я поработал с системой достижений и интегрировал систему достижений Steam в проект. В этом видео я не буду показывать с нуля, как все это сделал, а покажу, что уже получилось, так как видео получилось бы долгим. Во-первых. Во-вторых, я использовал C++ для написания собственного класса, потому что встроенный в Unreal Engine немножко меня не устроил, и дальше я объясню и расскажу почему. Давайте в целом покажу, как выглядит это достижение. Напомню, что для того, чтобы работала интеграция со Steam, необходимо запускать проект Standalone Game, либо в запакованном варианте. Если вы будете запускать игру в редакторе, ничего не сработает. Сейчас внизу справа появится сообщение о том, что разблокировано достижение. Вот вы видите достижение внизу справа, то есть это стандартное оповещение Steam. Так, ну и также обязательное требование — это Steam должен быть запущен во время игры. И давайте по порядку я быстро вкратце объясню, что нужно было сделать для того, чтобы это все интегрировать. Во-первых, вам нужно будет включить плагин соответствующий. Заходите в Edit, Plugins, пишите Steam и подключайте онлайн Subsystem Steam. И движок попросит вас перезапуститься. Далее, так, проверю, запись идет. Угу. Далее вам нужно зайти в папку с проектом, найти файл defaultengine.ini и добавить вот эти строки. Это нужно для того, чтобы движок понял, что вы работаете с этой саб-системой, и нужно ввести сюда app-ID вашего приложения в Steam. Так. Далее, если вы еще не использовали C++ класс в вашем проекте, нужно его добавить хотя бы один. Это делается очень просто. Вы нажимаете Tools, New, C++ класс. Выбираете класс, на основе которого будет создан ваш собственный класс. Я выбрал Blueprint Function Library, потому что к нему можно обратиться из любого места в проекте. Поэтому я выбрал его. Нажимаете Next, пишите название вашего класса. Он у меня называется Steam Stats Library, библиотека статистики Steam. И нажимаете Create Class. У вас запустится Visual Studio. Нужно подождать, пока там все скомпилируется, закончится. И откроется Visual Studio. И нужно внести некоторые изменения. В первую очередь в папке с вашей игрой находите папку Source. Потом папку снова с вашей игрой. И вас в первую очередь интересует вот этот файл, который заканчивается на build.cs. Здесь в эту строчку Public Dependency Model Names нужно добавить вот эти три параметра. Это нужно для того, чтобы дать понять проекту, что вы используете эти библиотеки. Далее у вас здесь появляются два файла steamstatslibrary.cpp и .h. Так, вот здесь. И .h. В этом файле, который заканчивается на .h, вам нужно описать ваш класс, а именно его функции, которые он будет использовать. Тут стандартно, как в любом языке программирования, название класса, его параметры и так далее. Да? А в файле, который заканчивается на CPP, уже описывайте именно эти функции. Вы можете, я их создавал с помощью ИИ, поэтому вы точно так же можете запросить. Классы здесь, функции очень простые, они используют методы из библиотеки Steam, из Steam API, и по умолчанию, не по умолчанию, то есть стандартные вызовы, и я создал свои собственные функции, которые будут получать, либо обновлять данные о статистике, либо о достижениях. Вот они здесь все. Возможно, я прикреплю файл к видео, ссылку на файл. Если захотите, можете использовать в своих целях. И когда вы все это сделаете, в папке с проектом нужно будет заново создать файлы Visual Studio. Заходите в папку с вашими проектами. Нажимаете правой кнопкой мыши на файл с расширением UProject и нажимаете Generate Visual Studio Project Files. Он сгенерирует все нужные файлы. А потом в Visual Studio вам нужно нажать на правой кнопкой мыши на название своей игры и нажать «Собрать». Дождетесь, пока все это соберется, и
Потом в движке, давайте я это все закрываю, у вас появятся соответствующие ноды. И теперь давайте в движке покажу, как это все реализовано. Это у меня тестовый blueprint для тестирования. Здесь я могу в любом месте, не только в этом blueprint, а вообще везде выбрать, нажать правой кнопкой мыши, написать Steam, и у меня появятся все новые ноды, которые я внедрил с помощью своего C++ класса. Они у меня вот здесь вот находятся во вкладке Steamworks Achievements. То есть Achievements и Stats. Я могу здесь напрямую менять, разблокировать достижения, очистить достижения и получить текущий прогресс достижения, получен он или нет. И также со статистикой я могу получить данные, задать данные, сбросить и увеличить на определенное количество. Если вы не знакомы с системой достижений и статистикой в Steam, то на странице настройки приложения есть вкладка «Статистика достижения». И здесь вы можете настраивать нужные достижения. Вот такая вот табличка у вас в конце получится. Вы можете нажать Edit, допустим, у достижения, да, и у него есть уникальное имя, отображаемое название, отображаемое описание. Можете прикрепить иконки полученного и неполученного достижения, и также прикрепить прогресс статистики. То есть, если достижение зависит от прогресса статистики, прикрепляйте определенное значение и вписывайте минимальное, максимальное значение. Потом, дальше, как я реализовал это в своем проекте, я использовал Data Asset, то есть, чтобы вручную не вписывать название этих ключи, да, этих достижений и статистик, я создал Data Asset на основе двух ассетов enum и Structure Achievement. Enum — это у меня просто перечисление, понятное для меня, моих достижений и статистик, да. А Structure Achievement у нас хранит в себе только string. И что делает, как я это все преобразовываю. Так, что ты хочешь от меня? Так, и как я все это преобразовываю? Я создаю PDA, Primary Data Asset. В нем создаю две переменные, карта достижений и карта статистик. Эти обе переменные класс типа map, ключи у нас типа enum achievement вот этого типа, а значение у нас structure achievement. И получается, что эти переменные преобразовывают полученные enum, вот этот вот, в обычное строковое представление из Steam. И получается, PDA Achievements у нас есть, и есть DA, Data Asset. И здесь у меня списки. Да? То есть, если я подаю в ноду enum, например, AIDS, он мне автоматически выдает переменную string, значение string, achievement 8 collector, то есть вот это достижение. И то есть я могу безошибочно, не боясь, что я где-то опечатаюсь, спокойно вызывать эти ноды. И теперь как реализована у меня система. В чем отличие теперь моей системы C++ от встроенного плагина? Это в том, что все мои вызовы, они синхронные. То есть если вы будете использовать стандартные функции из встроенного плагина в движок, если вы, например, вам нужно будет использовать ноду, перед любой операцией вам нужно будет использовать ноду Cache Achievements, да, то есть обновить достижение. У этой ноды есть значок часов, это значит, что она асинхронна, и вы ее не можете использовать функции, и поэтому вы не сможете использовать ее в интерфейсе, если вам нужно будет возвращать результат действия функции. То есть эту ноду скопировать вот сюда вы не сможете. Он будет выдавать вам ошибку, предупреждение. В моем C++ классе все ноды синхронные, поэтому я могу спокойно вызывать. То есть я нажимаю правой кнопкой мыши, пишу Steam. Все функции, которые я в Visual Studio прописал, они доступны вот здесь. Я могу спокойно их в любой момент вызвать, подать определенные значения, типа string. То есть это все реализовано через интерфейс. Вот они функции, входные и выходные параметры. И это все реализовано через интерфейс. То есть я подаю строковую переменную. Предварительно я вытаскиваю ее из PDA нашего. То есть у GameInstance есть две переменные. Achievements config и stats config, да? Вот они здесь записаны мои дата-ассеты, Steam Stats и Achievement Stats. И Steam Achievements.
И получается, я достаю переменную из этого PDA, ищу значение по ключу типа enum и выдаю значение типа string, подаю в эту ноду, например, получить текущий прогресс достижения, да? Либо, например, unlock achievement, да? То есть я просто вызываю ноду unlock steam achievement и подаю имя нужной ачивки. И теперь в любом месте игры я могу вызвать вот эти ноды, то есть обратиться к моему game-инстансу и вызвать ноду, например, разблокировать достижения. То есть, скорее всего, это все будет связано с триггерами. То есть, например, когда мы будем заканчивать, допустим, первую главу какую-то, да, в конце будет стоять триггер, игрок будет его пересекать, будет сразу же разблокироваться достижение, пройдена первая глава, да, запускаться какая-то там катсцена или переход на следующий уровень. Вот, примерно так это выглядит. Сами достижения я буду по мере разработки игры, скорее всего, заполнять таблицу, потому что сейчас пока смысла нет. Это так, тестовые только вот эти вот достижения. Коллекционер батареек, коллекционер аптечек, да. Так, ну и вкратце давайте пробегусь, покажу, что изменилось на уровне. Во-первых, я доработал до конца систему сохранения. То есть теперь при сохранении у нас инвентарь сохраняется, обновляется. Отпертые двери, то есть если я их открыл ключом, либо если я использовал вот эту задвижку, то есть все эти данные подаются в game-инстанс, наш в save game object, и сохраняются при сохранении. Ну и, соответственно, загружаются при загрузке. Далее немножко изменил здесь порядок прохождения. То есть раньше у нас здесь была дырка в стене, можно было зайти сюда, что-то здесь достать, открыть эту дверь с той стороны и вернуться. Да? То есть такой очень маленький крюк получался. Я его сделал чуть побольше. Давайте я покажу сейчас, как сейчас это выглядит. Теперь для того, чтобы попасть в приемный покой, нужно идти через общую комнату мужскую. То есть эта дверь изначально заперта. Мы идем сюда. Мы идем в душевую комнату. Здесь в самом конце в стене будет пролом. То есть, может быть, изначально не получится через него пройти. Может быть, нужно будет что-то получить предмету сначала, да, либо разломать дверь, либо передвинуть что-то, отодвинуть и так далее, да. То есть мы протискиваемся через этот проем. Заходим теперь в приемный покой. Может быть, попутно что-то там делаем в том процедурном кабинете, да. Может, здесь какие-то враги будут или еще что-то. Потом мы выходим сюда спокойно, отпираем дверь изнутри. Ну, там лутаемся, да. Вот у меня есть, кстати, контейнеры. Они тоже теперь все работают с системой сохранений. То есть я могу открыть эти ящики, достать лут, пойти сохраниться, и при следующей загрузке это все будет восстановлено. То есть, смотрите, в инвентаре у меня есть аптечка и батарейка уже. Я иду, сохраняюсь. Давайте старое сохранение удалю. То есть save game 5 у нас. Все, я выхожу из игры. Заново запускаю. Смотрим, инвентарь у нас пустой. Теперь я выхожу в главное меню. Ну, по умолчанию, конечно, запуск игры будет через главное меню. Загружаемся. Теперь открываем инвентарь. У нас наша батарейка, аптечка на месте. Если заметили, здесь был триггер, звук проигрывался, он тоже сохранился, и теперь он не проигрывается повторно. Дверь это теперь открытая, мне не нужно заново ее отпирать. Шкафчики открытые, предметов в шкафчике нет. То есть все сохраняется, все запоминается. Вот. Далее, какой есть еще новый предмет, это у нас вот эти ящики. То есть раньше я их просто делал как меши, теперь это полноценные объекты, с которыми можно взаимодействовать, открывать ящик, доставать предметы. Также они сохраняются, то есть работают, поддерживают систему сохранений. И также я начал немножко моделировать сейф. То есть вот такой вот сейф у нас будет в игре в кабинете заведующего. Пока что он просто открывается, закрывается. Нет, он у меня заперт, поэтому он не открывается. То есть я буду реализовывать механику поворота вот этой ручки. Давайте покажу. Вот он, наш сейф. Вот такая вот ручка здесь. Стандартный материал мой, поцарапанного металла. И мне нужно будет, конечно, еще его интегрировать в нашу систему BP Room
generator, да, или конструктор. Кто не знает, напомню, что все помещения, все комнаты — это у нас BP Room Generator, в котором я могу задавать размер, высоту, дверные проемы. И дверные проемы как раз-таки вот у нас есть несколько типов, да, то есть широкая дверь, стандартная, арка, либо щель, да, через которую протискиваться. И мне нужно будет добавить еще один сюда тип, это дырка для сейфа, допустим, да. Ну, впоследствии, конечно, еще нужно будет добавить дырку для окна, чтобы я также мог ее в любом месте сейф встроить, подвинуть как мне надо, да, окно также встроить куда нужно. В общем, скорее всего, следующее видео будет именно по этому сейфу. А если интересно, вот как работают контейнеры, то это тут у меня есть родительский класс BP Base Container. В нем есть главный mesh body неподвижный и movable, который двигается, который может либо поворачиваться, либо выезжать. И несколько scene компонентов, к которым прикрепляются loot. На construction script они записываются в массив, чтобы к ним было удобнее обращаться. И есть переменная child items, в которой я могу добавлять loot. Вот, например, здесь у нас в child items есть один предмет. Я подаю сюда просто таблицу данных и строчку из таблицы данных. Например, это first aid аптечка. Он автоматически спавнит аптечку вот здесь внутри. И я могу взять, например, вот этот scene. Видите, слот индекс 0. Я могу взять scene item 0 и подвигать его куда нужно. И аптечка двигается за ним. А как это реализовано? В движке эдиторе он просто спавнит меши специальные. То есть он пробегается по массиву child items, спавнит static mesh component, задает ему mesh. Mesh вытаскивается из таблицы данных по строчке вот этой, да. Мы берем get data table row, вытаскиваем mesh, который записан в таблицу данных, назначается mesh, назначается материал, и hidden in game ставится. Для чего? Потому что на construction script мы спауним просто меши, то есть это просто меши, с которыми ничего нельзя сделать. Но в игре их не будет видно. А именно уже на Begin Play мы уже создаем полноценные акторы BP Master Item на тех же самых местах, с которыми можно взаимодействовать, поднять их, добавить в инвентарь, либо это какие-то сюжетные предметы, да, у которых могут быть триггеры свои навешаны, у которых есть уникальный ID и которые сохраняются в систему сохранений. То есть вот такая вот логика. И получается это дочерний у нас класс от BP Base Container. То есть я просто меняю mesh, который мне нужен, body, меняю mesh, который подвижный, и меняю, например, тип. Тут у нас есть тип enum opening type. То есть у нас дверь может, подвижный mesh может либо вращаться, если это дверь шкафа, либо слайд выезжать, если это, например, подвижной ящик, да. То есть здесь это слайд у нас. Вот, смотрите, здесь у нас идет. Вот. Так. Ну это я не сделал эту переменную публичной, потому что я это делаю в дочерних классах, уже автоматически ставлю. Например, у этого шкафчика слайд стоит, а у вот этих ящиков у нас стоит opening. То есть здесь двери просто вращаются. Вот такая вот система контейнеров. В целом, наверное, все. Пока. И также скажу, что я уже создал страницу в Steam. Пока она еще не доступна для публичного просмотра, пока она еще на стадии рассмотрения. Как только она появится в публичном доступе, я везде, где можно, прикреплю ссылки. Переходите, добавляйте игру в виш-листы. Ориентировочная дата публикации — это 4-й квартал этого года, осень, скорее всего, конец осени. Добавляйте игру в виш-листы и следите за разработкой. Ждите выхода игры. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.